За окном буйствовал ветер, издавая истошные крики, когда цеплялся за деревья. Огромный дом был погружен в темноту, за исключением одной комнаты на втором этаже. Рита и Джек сидели в разных креслах, напротив друг друга. «Послушай, да это же полный бред, мы женаты ведь уже целых 5 лет», — отчаянно держался Джек. «Вот именно уже 5 лет, а за это время ты только и получил вот этот жуткий и холодный дом. Если ты не хочешь уезжать вместе со мной, то я уеду одна». Рита была непреклонна. «Чем тебя не устраивает этот дом? Он просторный и здесь может стать очень уютно. Если постараться». «Нет, этот дом никогда не сможет стать уютным. Или ты забыл о том, что у нас погибло здесь 2 младенцев? Наших детей. Или ты не помнишь легенду об этом проклятом доме? Эта легенда всего лишь сказка». У Джека сердце сжалось об упоминании его малюток. Он так скучает по ним. По его крошкам. «Мы можем попытаться еще. Дай нам еще один шанс. Да тут даже мухи не водятся, а дети и подавно будут дохнуть». Как крысы из-за этого проклятого дома, Рита вскочила с кресла. Джек начал смеяться, как безумец. «Нет, дело не в доме. Дело в тебе. Пока ты не заявилась сюда, в этом доме выросло 10 поколений. Слышала 10, и никому не мешали никакие выдуманные шорохи, скрипы. Ты просто ненавидишь мою семью, меня и все, что с нами связано. Ты говоришь, что этот дом жуткий и что здесь водятся какие-то монстры. Просто в своей жизни ты не видела ничего ужасного, а смерть твоих детей лишь твоя вина. Избежать отсюда ты уже не сможешь. Детоубийцам не место в этом мире». Дверь позади Риты тихо скрипнула, ее тело заволокло могильной прохладой. Она начала задыхаться, на ее лице застыла гримаса ужаса. Из всех углов, из всех щелей начали вылезать всякие твари. Но гвоздем представления были ее детки. Они шли, пошатываясь на непрочных ножках, потом начали расти, а когда выросли в каких-то мерзких чудовищ, покрытых грязной слизью, начали душить свою горе-мамашу. Существа рвали Риту на куски, выцарапывали ей глаза. Свежая кровь окропила паркетный пол. По всей комнате распространился запах тухлятины и гнилого мяса. Рите некуда бежать, ведь она всего лишь очередная жертва этого пиршества, и от нее не останется ни единого следа, ни единого упоминания. Она растворится в темноте, как и эти кровавые монстры. Дом получит еще одну душу в свою копилку и подождет, пока Джек восстановит силы, чтобы заманить еще одно дьявольское отродье к себе в семью. Все закончилось, и существа поползли на улицу, только тень Джека осталась стоять на пороге величественного дома. Он шагнул вперед и растворился в темноте.